Россия направила кинжалы и северокорейскую баллистику на запад Украины. Что известно о последствиях удара? В Киеве заявили о неготовности вести переговоры с Москвой, а планы Трампа по быстрому завершению войны могут провалиться. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Самый страшный удар по Прикарпатью за все время Большой войны. В России заявляют об ответном ударе на украинскую атаку ракетами «Атакамс». Последняя игра Шольца. В Германии политический кризис. Канцлер готовится на выход. Кто заменит его на посту и почему в Берлине заговорили о войне? Трамп не рассчитал свои силы. Быстро усадить Зеленского и Путина за стол переговоров не удастся. Как республиканец собирается найти выход из ситуации? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Россия совершила один из самых массированных обстрелов Украины за последние месяцы. В небе над Украиной было 94 ракеты и 193 БПЛА. Большая часть была направлена на запад Украины. В Ивано-Франковской области заявили, что эта атака стала самой большой за все время полномасштабной войны. В Польше по тревоге была поднята авиация. В Украине говорят, что сбили 80 крылатых ракет, одну баллистическую. Такая информация была на момент записи выпуска. 4 же российских «Кинжала», согласно данным воздушных сил, сбить не удалось. В ВС ВСУ также сообщают, что 105 беспилотников не достигли своих целей. 5 БПЛА даже вернулись в Россию, а 1 улетел в Беларусь. Украинские официальные лица заявляют, что РФ нацелила свои ракеты и дроны по энергетическим объектам страны. В Украине начались отключения света, в том числе из-за повреждений. В МАГАТЭ заявили, что 5 из 9 ядерных энергоблоков снизили мощность из-за ракетной атаки. Зеленский тем временем сделал заявление о переговорах с Москвой и действиях Путина. Это такой мирный план Путина – уничтожить все. Так он хочет переговоров, терроризируя миллионы людей. И он не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет. Нефть дает Путину достаточно денег, чтобы верить в свою безнаказанность. Нужна жесткая реакция мира. На массированный удар – массовая реакция. Только так можно остановить террор. Тем временем в российском Минобороны решили заявить, что этот обстрел – это ответ России на удар Украины ракетами «Атакамс» по военному аэродрому и воинской части в Таганроге. Напомню, что такой удар высокоточным оружием ВСУ совершили накануне. Были разрушены казармы и авиаремонтный завод. Украина еще не готова к переговорам с Россией на равных, а все заявления, звучащие из Кремля, это ультиматумы Киеву. Для Зеленского такие ультиматумы неприемлемы. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Он также объяснил, чего не хватает стране для того, чтобы начать переговорный процесс. Нам не вистачає зброї. Нам не вистачає статусу, про який ми говоримо, що нам дуже потрібно запрошення до НАТО. І розуміння чітких гарантій, які би забезпечили нас, і щоб ми були впевнені, що це ніколи не повториться. І Путін не повернеться за 2-3 роки. І саме тому ми сьогодні говоримо з партнерами, чому так важливо посилити Україну. А взагалі, безумовно, це треба розбивати ці російські наративи про те, що нібито Україна не хотіла цієї війни. Україна нічого не зробила, ніяк не провокувала Росію. І Росія прийшла, ми бачимо на прикладі Курської операції, Росія прийшла не захищати когось, тому що їй байдуже, навіть вона не захищає свою територію. Їй важливо, Путіну важливо продовжувати агрессию на нашей территории. И це абсолютный факт. В Москве же заявили, что готовы к переговорам, но на условиях России и на условиях так называемых Стамбульских соглашений. Перемирие, по словам Пескова, Кремль не устраивает. Трамп против вступления Украины в НАТО, но не прочь, чтобы европейские войска контролировали соблюдение режима прекращения огня, если о таком режиме договорятся Киев и Москва. Об этом пишет Wall Street Journal. Авторы издания пишут, что сейчас впервые начинают вырисовываться очертания усилий Трампа по завершению войны в Украине.
Thank you very much. It's a great honor. Thank you very much, Mr. President. Однако на данный момент республиканец по-прежнему не имеет никакого четкого плана. Концепция лишь разрабатывается его командой. Однако уже сейчас избранный президент США уверен, что Европе придется взять на себя ответственность за поддержку Украины войсками и за контроль так называемого перемирия, пишет Wall Street Journal. Любые попытки закончить войну столкнутся с серьезными препятствиями, особенно со стороны президента России Владимира Путина, который не проявляет никакого желания завершать войну, которую, по его ощущениям, он выигрывает, даже несмотря на то, что продвижение российских войск идет медленно и сопровождается большими потерями. Для Украины прекращение огня по линии фронта также станет болезненным шагом, означающим потерю контроля над 20% территории. В публикации Wall Street Journal также говорится о том, что даже если Москва и согласится на прекращение огня, то воспользуется этой тишиной на фронте для восстановления собственных сил, чтобы совершить еще одно вторжение, но уже на те территории, которые ранее не атаковала. А как вы считаете, если в 2025 году будет достигнуто некое мирное соглашение, то стоит ли ожидать еще одной фазы войны, но уже спустя какое-то время? Оставьте по этому поводу свой комментарий. Трампу не удастся легко уговорить Путина и Зеленского сесть за стол переговоров. Об этом в своей статье для издания Foreign Affairs пишет бывший посол США в России Майкл Макфол. Он считает, что Трамп не позволит себе дать Путину все, что он хочет при заключении сделки. Именно поэтому избранный президент должен придумать такой план, согласно которому Украине придется уступить часть своей территории, но при этом получить безопасность, которая наступит после вступления Украины в НАТО. Макфол намекает, что сделать все быстро, как мечтал Трамп, не удастся. Прежние планы, вероятно, провальны. При этом Путин, конечно же, не согласится с вступлением соседней страны в Североатлантический альянс, но Украине и НАТО не стоит спрашивать разрешения Путина, пишет Макфол. Сейчас важная миссия для Трампа — ускорить передачу военной помощи Украине, а потом заявить, что это лишь начало и помощи будет еще больше. Войны обычно заканчиваются двумя способами. Побеждает одна из сторон или возникает патовая ситуация. В Украине, похоже, ни одна из сторон не близка к победе, но война еще не зашла в тупик. Макфол также пишет, что если Украину пригласят в НАТО, то Зеленского обяжут вывести украинские войска из Курской области, так как Альянс — это оборонительный союз. Все эти события, потеря Киевом территорий в обмен на приглашение в НАТО, могут стать подарком для Путина. Он проведет парад Победы в Москве и пригласит на это мероприятие Китай, Иран и Северную Корею, пишет Макфол. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Дни Олафа Шольца сочтены, и он приближается к своей конечной игре. О политическом кризисе в Германии пишет Политика. Уже в понедельник, 16 декабря, в немецком Бундестаге состоится голосование за вотум доверия правительству по запросу канцлера. И, скорее всего, пишут авторы издания, Шольц проиграет. Этот проигрыш необходимый является буквально процедурным шагом, который станет фундаментом для досрочных выборов после того, как в Германии в прошлом месяце рухнула трехпартийная коалиция канцлера. Политика пишет, что к 16 декабря Шольц подготовит 25-минутное заявление, в котором объяснит причины, по которым он потребовал вотум доверия. Часть немецких политиков опасаются, что следующим канцлером Германии может стать Фридрих Мерц, известный своим стремлением поддерживать Украину и готовностью поставить Путину ультиматум. Политика уточняет, что в Берлине говорят о том, что Мерц может стать тем самым, кто втянет Германию в войну. Военный провал России не дал возможности Путину поддержать его же пешку Башара Асада в Сирии. Российские войска, которые играли ключевую роль в поддержке режима Асада, стали также ключевым фактором его краха, в силу того, чего они не сделали. Они не предприняли значимых действий, когда повстанцы освобождали город за городом. Об этом пишет The Telegraph.
Издание уточняет, что Путин сделал ставку на ЧВК «Вагнер» для обеспечения значительной наземной боевой мощи в Сирии. Но, наделяя Вагнер властью, Путин обрек эту группу и тем самым обрек режим Асада. В то время как российская армия погрязла в Украине, коммерческие силы Москвы находились в состоянии развала и не смогли оказать никакого сопротивления силам оппозиции в Сирии. Оставляя в стороне моральные аспекты передачи частным структурам государственного права на ведение войны, для любого правительства просто неразумно усиливать наемников до такой степени, как это сделала Россия в период с 2014 по 2023 годы. Наемники могут дать, но могут и забрать. Совершенно секретно гражданам Казахстана планируют ограничить доступ к информации о состоянии здоровья и личной жизни бывших президентов республики и членов их семей. Соответствующий законопроект уже отправлен на подпись Токаеву, сообщает радио Азатык. Сведения о жизни президентов – государственный секрет. Если Токаев подпишет законопроект, то на данный момент защитит Нурсултана Назарбаева, который пока является единственным экс-президентом страны. Сведения о здоровье президента и экс-президента и их личной жизни в открытом доступе нет. В 2023 году Назарбаев в книге о мемуарах впервые признал наличие 2 сыновей от любовницы Асель Исабаевой Курманбаевой, выигравшей в 1999 году конкурс «Мисс Казахстан». До выпуска книги в официальной биографии экс-президента указывалось, что у него 3 дочерей от официальной жены Сары Назарбаевой. Постоянная усталость, редеющие волосы, живот и проблемы со спиной. В Британии показали, как уже к 2050 году могут выглядеть люди, которые не досыпают. Точнее, спят менее 7-9 часов, рекомендованных медиками. Для этого была создана цифровая модель Ханны, британки 45 лет. В период с 20 до 45 лет, согласно данным разработчиков дизайна, Ханна мало спала, и теперь у нее дряблая кожа, отекшие ноги, мешки под глазами, выпадают волосы, ожирение и целый букет проблем со спиной. Дизайн Ханны основан на 19 исследовательских статьях в академических журналах, опубликованных с 2010 года, изучающих влияние недосыпа на организм. Друзья, чувствуете ли вы себя уже такой Ханной? Высыпаетесь ли? Настало ли для вас это печальное будущее? Знаю, что среди вас много людей, которые с юмором ответят на этот вопрос, так что оставляйте свои комментарии под этим видео. Режим Лукашенко не отказывается от репрессий. На этот раз в Жлобине за так называемое распространение экстремизма собираются судить мебельную студию. Об этом пишет правозащитный сайт «Гомельская весна». В материале говорится, что ранее в Гомельской области не фиксировалось случаев судебного преследования юридических лиц за реализацию права на свободу поиска, получения и распространения информации. Судебный процесс против частного предприятия «Студия мебели Дом-5» начнется 19 декабря. Суть обвинений на данный момент неизвестна. Правозащитники пишут, что студия мебели, которая стала костью в горле режима, занимается производством и продажей мебели из Беларуси, Германии, Польши, Малайзии и Италии. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.